Всем привет, меня зовут Денис, и это очередной подкаст «Суровый Speedpaint». Все очень просто. Вместо того, чтобы залипать на быструю рисовалку под нелепый музон, мы говорим про жизнь и на другие отвлеченные темы. Тема этого выпуска – цель и мотивация. Погнали! Как ответил один нелепый человек на вопрос о способах мотивации? Да никак, оставайтесь в жопе, тем самым на свой нелепый манер перефразируя другого человека, на этот раз очень богатого. Когда я был молод, зелен, и словосочетания «планы на будущее» были странные абстракции, ко мне лично не относящиеся, каждый из прожитых мною дней был сплошным хаосом. Я не могу вспомнить конкретный день, ибо всю жизнь до выпуска из колледжа я помню с трудом. Это были Олимпийские игры, в которых существовала лишь одна дисциплина – пинать хуй. В этой дисциплине я и все мое окружение были золотыми призерами во всех весовых категориях. Мы забивали на учебу, рубились в приставку и смотрели заезженные до смерти копии фильмов на убитых видеомагнитофонах, временами подбухивая и таская сверстниц за сиськи. Все изменилось, когда меня пинками под жопу выпихнули из дверей колледжа прямо в конвертерный цех нашего металлургического завода. Сдохнуть, скручивая два провода в 50 лет мне не хотелось, и тогда у меня появилась цель, а вместе с ней мотивация вырваться из этого чахлого места. Для этого я стал прокачивать скилл рисунка, на который я порядком подзабил во время учебы. Отпахав свои 8 часов на заводе, я возвращался домой и рисовал. Рисовал по 6-8 часов. Спустя несколько лет мне удалось схватить первый заказ. Если интересна тема первого заказа, спроси в комментариях, расскажу об этом подробней. За первым последовал другой, третий. Отпахав не всегда легкие 8 часов на заводе электриком, я возвращался домой и отрабатывал те же 8 часов художником. Потому что у меня была цель. И здесь я был достаточно мотивирован. После того, как я показал всем факт и ушел на вольные фрилансерские хлеба, цель изменилась. Я почувствовал вкус путешествий и работы, не привязанной к месту жительства. Следовательно, и мотивация изменилась. Я пересмотрел свой прейскурант и стал брать больше заказов. Не потому, что я стал жадным. Моя новая цель требовала больших финансовых затрат. Спустя пару лет моя цель снова изменилась. Но я привык вкалывать по 16 часов в день, и поэтому не сильно мне уже была нужна мотивация, мне достаточно было цели. Если говорить грубо, то цель – это морковка на дрючке, которая болтается перед ишаком. И прете вы за этой эфемерной морковкой всю свою сознательную жизнь. Главная проблема многих, что они ставят перед собой сразу глобальные, далеко идущие и часто всего размытые планы. И через пару лет, заебавшись от вечной ходьбы за морковкой, плюют и сворачивают с пути. Ставьте перед собой краткосрочные, легко объяснимые задачи. Те задачи, которые можно реализовать хотя бы на бумаге. У многих людей рождаются и умирают тысячи планов о дальнейшем его существовании. И практически всегда эти цели приходят к ним во влажных фантазиях счастливого и беззаботного существования, когда ты еще на мамкиных харчах и о тебе заботятся, когда работа есть стабильная, и пусть ты там гниешь и врастаешь и полностью ее ненавидишь, но она есть, и это радует. И ты строишь свои далеко идущие планы по покорению мира своим талантом. А вот когда возраст отрывает тебя от мамкиной сиськи, или ты вдруг оказываешься перед амбарным замком, висящим на двери твоего тепленького офиса, тогда появляется мотивация. Не упусти это первое чувство оголтелого желания выжить и не теряй его до конца жизни, пригодится. Согласен, жми лайк, не согласен, пиши в комментах. Кто не подписан, подписываемся, жмем на колокольчик. У нас есть еще о чем поговорить. Всем удачи, пока.